Доброго времени суток, это канал Покинутый мир. И сегодняшний выпуск будет посвящен не находкам и не атмосферным местам. Это пилотный выпуск о том, насколько такие места пригодны для выживания без каких-либо вещей и средств. Все, что у меня было, это фонарь и камера. Целью было просто-напросто найти дом в заброшенной деревне для ночевки и приспособить его для этого. Приятного просмотра. Что ж, и вот, похоже, первый домик. Выглядит он, конечно, весьма ушатанно, но суть не в этом. Внутри все равно может быть много всего полезного. Или нет. Вот на печке что-нибудь должно у нас лежать. Те же спички, например. Или керосинка с керосином. Обычно хранятся спички. Есть. Вот я зашел дальше в лес. И здесь у нас опять признаки жилья былого. Малина. Какое-то фруктовое дерево. И, собственно, сам дом. И сопутствующий ему сад. Вот он, этот красавец. В принципе, там есть вход, но можно зайти и так. Что ж, здесь есть сахар, раз уж на то пошло. Вполне можно сварить компотик из рабарбара будет. Да не, на самом деле меня это не особо интересует. Так. А это у нас что? Неужто керосин или масло какое-то? Вполне возможно, это какая-то настойка. И там есть спирт. И он вполне неплохо может гореть. Это я проверю. Так. Да, вот он вход. Календарь, календарь. Календарь, внимание. 98-й год. 98-й год. Так, а что у нас тут? Такая комната отдыха, в которой люди читали. Огне Барто, дом переехал. 4 конверта. Детские сказки. Вот я уже собирался уходить, и смотрите, что я наконец-таки нашел. Керосиновая лампа, убитая, конечно, без всего. Надеюсь, с фитилем. Нет, даже без фитиля. Нет, ничего не нашел. Зря только камеру включил. Ничегошеньки здесь нет. В общем, вы представляете, это оказался действительно скипидар. Я попробовал поджечь, и он реально жестко горит, потому что это скипидар. Ну-ка. Все это, конечно, потушу потом. Смотрите, как он разгорается. И пахнет елью. Но он, в принципе, и должен так пахнуть. Горит просто замечательно, не вспыхивает. Как раз то, что нужно. Единственное, что дико коптит. Так что сегодня я буду спать со светом. Все в порядке. Выпуск снимался на болотистой местности заброшенной деревни. И дома друг от друга порой отделяли речушки и болота, что все же не стало проблемой или причиной мокрых ног. Секундочку. И вот, мы на другом берегу. День близился к концу,
и пора было найти более-менее чистый заброшенный дом с целой печкой. Фу. Вот похожий вход. Надеюсь, никто меня там внутри не ждет. Нужно достать фонарик. О. Что ж, в этом доме уже достаточно пусто. Все, что вижу, это телевизор. Какая-то мебель минимальная. Да, здесь нет ничего. Абсолютно. Близился закат, и казалось, так и придется либо остаться на улице, либо сидеть ночью в доме без окон и дверей. Но наконец-таки за холмом показалось то, что я и искал. Есть кто? Оу. Похоже, это место подходит для ночлега, потому что вот нормальная чистая кровать. Сейчас я включу свет. Все запишу получше. Итак, место, где я сегодня буду ночевать. Вот оно, я его наконец-таки нашел. Здесь все уютненько, аккуратненько. Стоят часы, маяк, кстати говоря. Пыль везде. Такой приличный довольно-таки слой, но все очень аккуратно. Тот, кто здесь был, ухаживал за этим местом. Здесь же есть неплохой нож, кстати говоря. Более ничего в прихожей нет. Итак, комната, где я сегодня буду сидеть и, скорее всего, читать книжечку. Спать-то, конечно, не буду. Тем более тут грязненько для того, чтобы спать. Нет уж. Хотя, опять же, знаете, лежит так белье все это. Чистенько все. Готовое. Кучок какой милый. Здесь я, пожалуй, сегодня расположусь. Окна нужно будет как-то заделать, чтобы не было света. Чтобы никто снаружи не видел, что здесь кто-то находится. Такие дела. Домик, опять же, в плачевном состоянии. Внутри все довольно-таки пусто. Есть, правда, также и вторая комната, в которой всяких вещей уже побольше. Какой-то бездомный, скорее всего, сюда их всех сносил. Поэтому все особо не хочется трогать здесь руками. Здесь же есть какие-то бутылочки с каким-то содержимым. Возможно, там тоже какая-нибудь горючая смесь, которую я смогу поджечь, чтобы у меня был свет. Даже есть термос, зажигалка. Ну-ка. Но там есть газ, это тоже хорошо. Так как зарядка на фонаре не вечна, а тьма спускалась над лесом, пора было подумать об источнике света. Им стала обычная банка, наполненная маслом, и фитиль, закрепленный на проволоке. Примерно так это и должно гореть. Главное, чтобы пламя дальше не пошло к шнуру и не загорелся сам этот скипидар. Для этого, конечно, нужно было сам шнур тоже обмотать то ли фольгой там вот внизу. Ну, суть вот такая.
Шнур напитывается скипидаром и замечательно горит. И не горит дальше. В общем, придумал я альтернативу получше, более безопасную. Вроде теперь не должно тут все взорваться, загореться. Вот так более безопасно, я думаю, будет. Смотрите. Ну-ка. Главное просто, чтобы огонь не шел дальше. Вот и все. Это у нас такая получилась керосиночка. В общем, пришла мне такая идея растопить печку. Вот уже все готово, в принципе. Кто-то здесь уже ее топил. Вся печка местами пошла по швам. Тут ее заделывал, в этой тоже заделал немножечко здесь дырку. Она все равно не нужна. Это от другой печи. Полил я все это дело скипидарчиком. Сейчас он должно вспыхнуть нехило, конечно. Там все в скипидаре. Сейчас пойдет гореть. Нужно было, конечно, наверное, воды сразу набрать, если что, чтобы тушить. Так, смотрим, где идет дым. Сразу же. Горит замечательно. Тяга есть. Дым, дым. Вот он где повалил сразу, да. Где было заделано. Вот это да. Скипидар горит мощно. Так, сейчас я выйду на улицу. Я же там забаррикадировался уже. Я бы хотел посмотреть, хорошо ли идет дым на улицу. И не угорю ли я здесь. Тут надеяться, что нет. Но дым идет со всех щелей. Ладненько, посмотрим, что будет дальше. Вот это да. Здесь тоже дым идет совсюду. Как ни пытались бездомные здесь все заложить, чтобы дыма меньше шло, но ничего у них не вышло. В общем, не знаю, спать никак не получается, это точно. Буду просто сидеть. Возможно, возьму книжечку, почитаю. Это сейчас свет только включу для съемок. Так-то у меня там свет стоит вон. Не знаю, в общем. Всюду какие-то звуки. Походу, на чердаке кто-то живет. И на улице постоянно что-то. Кажется, что шевелится в кустах. Всякая, в общем, дичь происходит. Не особо приятно одному ночевать в таком месте. Это точно. В общем, разложил я диван по-другому. Сижу тут. Смотрю на все это. Снаружи постоянно какие-то звуки опять же там доносятся. То ли какая-то куница там в чердаке еще где-то тусуется. Я не знаю, что происходит. Но все не так уютно, как я думал. Думал, растоплю я печку, но печку ее пришлось потушить. Огонь. Все стало задымляться здесь. Дым шел со всех щелей. Эту маленькую топить тем более смысла нет. Не знаю, что буду дальше делать. Просто, наверное, ждать рассвета. Воду я тоже не вскипятил, так я сижу без воды. Все-таки не согласен я греть себе воду в этой грязной посуде. Тем более нужно было, наверное, найти сначала колодец какой-то, чтобы где-то в нем это все вымыть, набрать в нем уже чистой воды. Вот ее уже и вскипятить. Тогда можно было бы даже какой-нибудь компотик замутить, не знаю. Но так нет. Сижу я, в общем, в пустой комнате. И жду рассвета.
В общем, все-таки стало мне действительно холодно. Задел я эту трубу с другой стороны тряпочкой. Полил все это водой. Вроде должно держать как-то дым. Скипидар мой сегодняшний спонсор выпуска, можно сказать. Все он помогает сделать, разжечь. Вот сейчас еще скипидарчику добавлю. Сейчас там как все загорится офигенно. Все, последние капли, можно сказать. Ну-ка. Пошел гореть сразу. Скипидар. Вещь, просто вещь. Вроде разгорелась, да? Полностью закрывать не буду, пусть какой-то воздух там идет, все разгорается. Тем временем, самое важное, прислушаться и понять, где идет дым. Идет ли он правильно? Да, там в комнате горит моя свечка импровизированная. Вроде дым нигде не проходит. Отлично, супер. Сразу нужно было топить ту маленькую печь. Так и просидел я оставшееся время до рассвета у печи. И, наконец, наступило утро. Фух. В общем, 4 часа утра. Вздумал я выйти на улицу. Только вслушайтесь. Там где-то. В общем, да. До автобусной станции мне буквально 12 километров по этим тропинкам, дорожкам, лесам. Так что как раз через часа 3 я успею на автобус. Пора уже идти. Буду я, в общем-то, прощаться с этим местечком. Закрою за собой дверь. Все я прибрал как мог. Но дверь, в принципе, не была закрыта, ладно. Таким образом, мы небольшие приключения и подошли к концу. Я нашел практически все необходимое, разве что еды себе не приготовил. Но думаю, это не последний подобный поход. Если понравилась идея, ставьте лайк, делитесь мнением о подобном формате. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Пока.